Нейросетевой хайп вышел из-под контроля. Искусственный интеллект уже вовсю дают финансовые советы и даже сам торгует за вас. Люди только составляют топы и спорят, насколько быстро или долго осталось до того переломного момента, когда искусственный интеллект начнет сам зарабатывать деньги. В одном из своих предыдущих видео я делал разбор и тестировал китайскую нейросеть Qwen. Она показала себя достаточно неплохо, а в нынешнем выпуске хочу взять ее в качестве фильтра моих собственных сигналов. Отвечу на самый главный вопрос. Сможет ли нейронка помочь вам заработать? Всем приятного просмотра, поехали! Окей, у нас простая стратегия для самых зеленых новичков. Скользящая средняя на 10-м периоде и осциллятор стохастик на стандартных настройках. Для начала краткий экскурс по стратегии, как буду действовать лично я. Классика абсолютная, друзья мои. Осциллятор. Это канал с полосами, которые иногда вырываются за верхнюю и нижнюю линию. Важнее всего для нас именно момент возврата обратно в границы канала, в середину. Выход вниз означает сигнал отката рынка, снижения. Аналогично подъем, время роста. Такие моменты называют перекупленностью и перепроданностью. Они почти всегда совпадают с разворотами на графике. Выход из перепроданности ведет к росту, выход из перекупленности ведет к снижению. В рамках тренда такие ситуации всего лишь коррекции или моменты возврата в их прежнее значение. При этом мы контролируем каждый изгиб цены, который повторяет осциллятор. Будем это отслеживать. Открывать сделки будем по скользящей, а вернее по ее пересечению ценой. Главное это совпадение с осциллятором. Вот смотрите, здесь была перепроданность и только затем пересечение, по которому мы могли бы входить в рынок в лонг. Это важно ради своевременного открытия сделок. Тут наоборот, смотрите, выход из перепроданности, но рынок не начал рост автоматически. Напротив, он застрял на месте под скользящей. Для нас это было бы катастрофой. А уже после пересечения был рост. Видите? В целом, это все, что требуется знать по наборам этих индикаторов и по сегодняшней стратегии. Можем переходить к началу. Не забываем, что у нас сегодня есть еще Qwen, нейронка в качестве фильтра. Здесь сейчас неоднозначная ситуация, рынок все еще выше скользящей средней, но уже вышел из перекупленности. Впрочем, это ненадолго. Мне просто интересно, что сейчас скажет наш нейросетевой напарник. Давайте сделаем скрин текущей ситуации. Я уже подготовил здесь промпт, можете его скопировать. В нем указана простая задача, и теперь даем конкретику с помощью скриншота. Я уже протестировал его немного, дабы добиться чего-то полезного. Сейчас вы сами все увидите. В общем, смотрите. От него требуется только комментарий по price action. Кстати, важный нюанс. Обязательно укажите в промпте не учитывать нейронку последнюю свечу, так как она будет считаться уже закрытой у него. Так, сигнал. Вниз, двойная вершина. Ладно, хорошо. Я понимаю, что нейросеть понимает под этой фигурой, но с моей точки зрения ее тут нет. Она как минимум недостроена. Qwen немножко торопит события, но мы открываемся в любом случае уже по другим причинам. Внимание на график. Для начала показываю ту самую двойную вершину, которую видит Qwen. До ее реализации еще далековато, тем не менее будем иметь в виду. Я же захожу из пересечения скользящей вниз и выхода стохастика из перекупленности. Понимаете? Нейросеть мы тоже берем во внимание, она сегодня фильтр. Это эксперимент. Еще раз покажу вам промпт. Скопируйте его и пишите вообще как можно точнее, чтобы нейронка давала именно те результаты, которые вы реально просите. В противном случае Qwen будет тупить и лишнюю воду вам только в уши наливать, которая будет отвлекать. В одном из недавних видео я уже тестировал Qwen как сигнальный индикатор, он справился относительно неплохо, я бы сказал, на 3 с плюсом, поэтому сегодня мы относимся к нему с уважительным снисхождением. Сделка в плюс мы можем продолжить здесь же. Давайте просто повторим отправку скрина Qwen. И вот важный нюанс, который я заметил после первого написания промпта. Его можно не дублировать, просто загружаем сюда скрин, и Qwen сам сориентируется с тем, что мы от него хотим. Ждем. Ответ должен быть по логике вещей аналогичным, потому что ситуация не поменялась. Да, вниз двойная вершина. Предсказуемо. Я бы сам не сказал ничего другого. К тому же это нам только на руку, друзья. Смотрите.
небольшой отрост, так что мы входим в шорт с максимально выгодной позиции. Теперь давайте посмотрим, чем это закончится. Смотрите, почему такие точки входа лучше? Потому что скользящая средняя теперь для нас это уровень сопротивления. Это как оттолкнуться от стенки. Так что не боимся зеленой свечи и просто ждем экспирации. Мне стало интересно, что скажет КВН по поводу текущей ситуации. Сигнал в моей стратегии в силе, но как это будет видеть ИИшка на растущем графике? Давайте посмотрим. Отправлю очередной скрин туда. Может иногда появляться вот такая ошибка, но это просто глюк. На самом деле с загрузкой файла все хорошо, отправляйте. А тем временем, смотрите, скользящая сработала как уровень сопротивления, прекрасно, сделка в плюсе. Наш советчик думает, ага, вот видите, сигнал вверх. Тут нейросеть ошибается, видит уже двойное дно. Хотя, может быть, я виноват, потому что прислал неполный скрин с малым количеством элементов, но в любом случае КВН явно не гений. Доверять ему можно, но осторожно. Давайте сменим актив. Снова попробуем КВН в деле. Вот здесь у нас есть сразу же сигнал хороший. Давайте будем пробовать. Тот же сигнал в лонг. Угу. Пересечение стохастика около зоны перепроданности. Тут обращаем внимание еще, что синяя линия стохастика выше оранжевой. Это как-то дополнительно бычий сигнал. Давайте откроем сделку и после этого отдадим ее на разбор нейронки. Я догадываюсь, что она скажет, но возможно что-то так и отправить. Поехали. Что же скажет наш оракул? Сделка вниз. Двойная, двойная вершина, окей. Верим? Я бы не стал. Тем более, что я уже в рынке. Удивительно, пока КВН прав, рынок снижается. Я запросто могу закрыть эту сделку в минус. Тот самый момент, когда не послушал нейронку. Ирония какая-то. Что ж, ладно, это послужит мне уроком. Не стоит отступать от собственного плана. И раз уж КВН это фильтр, будем его слушаться. Да, тут явно закрытие в минус. Очень интересно, что КВН был прав, хотя его двойная вершина это заблуждение. И классического сигнала по ней точно нет. Новый график, очевидная ситуация. Боже, здесь опять двойная вершина, которую увидит КВН 100%. Я отказываюсь от прошлых слов, какое-то безумие. У нас здесь явная точка входа в лонг. Я могу это доказать. Давайте посмотрим, что скажет КВН. Пусть думает, хотя уже понятно, что он там увидит. Нужно шортить. Двойная вершина. Где здесь логика, я не знаю. Мало кто увидит на графике двойную вершину. Рынок опять идет против меня. КВН снова ставит меня на место, ребят. Тут я уже начинаю чувствовать себя немного глупо. Но и вы меня можете понять. Парадокс. По моей стратегии сигнал вверх, но КВН советует торговать вниз. При этом то, что он показывает, не является аргументом, ведь шея двойной вершины не была пробита. Но это все равно работает. Сегодня нейросеть явно выглядит лучше, чем я, по сравнению с прошлым видео. Давайте протестируем еще раз. Здесь у нас тоже можно входить по закрытию свечи. Давайте пока дадим это КВНу, не будем спешить. Если он и здесь увидит двойную вершину, я просто начну сходить с ума. И отправлюсь заново читать все учебники по техническому анализу. Давайте смотрим. Вверх. Двойное дно. Кажется, это все, что он знает из набора Price Action. Самое забавное, что у него получается анализировать. Ну окей, поехали. Теперь это тоже похоже на рост. Но ходить я не буду, так как это противоречит стратегии. Дождались закрытия свечи. Есть выход из перекупленности, но возле скользящей средней что-то вроде молота. Это слишком опасно. Лучше давайте новый график. Здесь совсем другое дело. Можно уверенно открывать сделку. Для начала сделаем скрин нашему уважаемому фильтру, а затем сами войдем в рынок.
Сегодня он явно рулит в нашей команде. Я уже заранее вижу, что он посоветует входить в лонг. Так, сейчас вы сами в этом убедитесь. Пара секунд. И да, это лонг, двойное дно. Я тоже вижу хорошо его, и хорошо, что хотя бы в этом мы сошлись во мнении. Кстати, как дела у нас предыдущая сделка? Ага, видите? Можно было, вот сейчас можно было входить. У нас тут завершение формирования очередного изгиба нисходящего рынка, и прямо сейчас мы имеем идеальную возможность для входа. Ладно, в другой раз, пока что у нас заканчивается открытая сделка. С ней все прекрасно. Ладно, давайте прервемся и буквально через пару секунд продолжим. Нейросети очень быстро ворвались в нашу жизнь, и, возможно, в каких сферах мы уже не представляем себя без них. Но это не значит, что мы не должны развивать свой мозг, свою голову сами. Если вы ищете качественный источник информации по трейдингу, то обязательно переходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании к этому ролику. Там не только классная информация, но еще и торговые сессии, в которых вы можете принять свое участие абсолютно бесплатно. Каждую неделю я провожу марафоны по разгону депозита со 100 до 5000 долларов на абсолютно бесплатной основе. Переходите, подписывайтесь, все подробности будут в телеграм-канале. Попробуем здесь, и в этот раз поработаем чисто по стратегии. Сначала скрин к Вену, а потом уже принятие решений на основе его рекомендаций. Все-таки он заявлен мной как часть сегодняшней стратегии. Итак, что видим? Сигнал вниз, двойная вершина, слабость покупателя. Окей, поехали. Сигнал вниз, так, сигнал вниз. Я последую, да, совету, потому что по моей стратегии тут буквально последний шанс открыть шорт, вот около скользящей средней, попробуем зайти. Дело в том, что наша котировка до сих пор под скользящей, при этом стохастик уже перепродан. Он только начал выходить, но это нормально, он пока еще в зоне перепроданности. Посмотрим, что у соседей. Здесь ситуация мне нравится больше. Пробой ключевого уровня и закреп над скользящей. Ну ладно, здесь мы терпеливо ждем, как закроется сигнал уже с Квеном, который упорно продолжает видеть двойные вершины и двойные дны в каждом получасовом отрезке. Интересно даже стало, почему он акцентирует именно на них свое внимание. Вряд ли ИИ не знает остальные другие паттерны. Скорее всего, дело в том, что двойные вершины реально можно увидеть где угодно, если вглядываться в график очень долго. Ну что, сделка подходит к концу, и кажется, ничего хорошего она нам не обещает. Подождем еще несколько секунд. Да, у меня очередной минус. Ну, я и сам рисковал, шортя уже из перепроданности. Как бы цена начинала выходить. Не сильно приятно. Возникает мысль, что я что-то упустил. Давайте еще раз глянем, что он нам там сообщал. Да нет, все корректно. Знаете почему? Потому что нейросеть Квен, скорее всего, не годится на роль фильтра для готовых сигналов. И далее я это подробно объясню. Пора подвести итоги. Итак, друзья, я дал Квену простую задачу – анализировать график по Price Action. Он видел везде одни и те же фигуры технического анализа, двойное дно, двойную вершину, и давал относительно неправильные рекомендации по открытию на основе анализа этих фигур. Ранее в своих предыдущих видео я уже обозревал Квен, просил его просто анализировать мои индикатор, который я подсоединил к графику, и он делал все то же самое. То есть все то же самое, что я могу делать и сам. Но парадоксально то, что сегодняшнюю торговую сессию я закончил с минусом 50 долларов. А если бы я слушал Квен, то мне бы удалось избежать парочку убыточных сделок. Совпадение это или нет? Я не знаю, нужно тестировать это на более длинной дистанции. Я дал вам прекрасный промпт, который работает, и наглядно объяснил, как вы можете затестировать это сами. Если кто-то захочет это воспользоваться этим всем, то, пожалуйста, пишите в комментариях, какие результаты вы получили. С вами я прощаюсь, спасибо большое за просмотр, надеюсь, видео было полезно. До скорых встреч на моем канале, всем пока.